Друзья, всем привет! В этом небольшом разговорном видео поговорим о психологии массажиста. В особенности о новичках, которым так сложно начать работать с клиентами, у которых так много страхов, много ограничений и вот этих всех моментов, вопросов неотвеченных, которые возникают при взаимодействии с новыми клиентами. Я не претендую на роль психолога, но у меня есть некоторый опыт, через который я прошел, который я прожил. Я очень много читаю психологии, и некоторые моменты я вам здесь озвучу. Возможно, будет полезно. Итак, начну с самого начала. Это с нашей физиологии, потому что наша нервная система так устроена, что она постоянно нас защищает. Защищает нас от физического воздействия, да, мы боимся каких-то сложных ситуаций, которые угрожают нашему физическому здоровью. И мы боимся также психологических ситуаций, каких-то конфликтов, каких-то нестандартных ситуаций, которые приводят к тому, что мы чувствуем себя некомфортно и где-то даже испытываем какую-то боль психологическую. Например, страх от того, что вас спросят что-то, чего вы не знаете, или страх от того, что вас наругают, поставят в неловкое положение, и вы будете чувствовать от этого себя плохо. Так устроена наша физиология и психология, потому что она нас защищает. Мы бы не дожили бы до этого времени, если бы этого механизма не было. То есть мы бы, скорее всего, где-то погибли бы или попали в какую-то плохую ситуацию. И вот наша нервная система так устроена, что она нас защищает. И мы, по сути, живем в таком определенном своем мире, у каждого своя картина мира, как сейчас говорят, да, и мы взаимодействуем примерно с одним и тем же количеством людей. То есть мы ходим в одни и те же магазины по привычным дорогам, покупаем одни и те же продукты, которые нам нравятся и которые мы знаем, как готовить и так далее. То есть мы, по сути, как это называется, сейчас в зоне комфорта находимся, и в физическом зоне комфорта, да, физической, потому что мы привыкли к тому, что мы физически выполняем, сколько тратим энергии и так далее. И психологически также мы взаимодействуем с определенными людьми дома, в обществе, там, с друзьями, на работе и так далее. То есть с новыми людьми. Для того, чтобы взаимодействовать, нам нужно как-то выйти из зоны комфорта, потому что каждый новый человек, мы к нему еще не адаптировались, не адаптировали нашу нервную систему. К чему это я веду? Я рассказываю все на примере своего опыта, потому что я, например, веду и свою практику, да, как массажист работаю и сталкиваюсь там с людьми, с определенным количеством, с разными людьми. И также я веду еще групповые занятия, там еще сложнее, то есть ко мне приходит группа разных людей, кроме того, что они взаимодействуют со мной, они еще друг с другом взаимодействуют, и мне нужно с ними наладить вот этот контакт, вот эту связь. И, естественно, тоже первое время очень много страхов всплывало. И вот с недавнего времени, когда я начал вести прямые эфиры, это тоже не такая уж простая вещь, непростая задача взаимодействовать с людьми вот через экран. Тоже возникают различные страхи. Но важно, к чему я сейчас это все рассказываю вам, чтобы немножко обрисовать, скажем так, весь механизм работы этого всего, чтобы вы осознавали просто этот страх, что так устроена нервная система, чтобы осознавали, что подсознание так работает, что когда вы начинаете практиковать массаж, первое, что у вас возникает, это еще и страх, или как сейчас называют, это синдром самозванца. То есть, кто я такой, почему я массажист. Я, например, неделю назад или месяц назад закончил курс, и вот ко мне приходит человек, а что же ему делать, да? Ну ладно, это полбеды. У вас этот страх, во-первых, ограничивает вас, чтобы вы привлекали к себе людей, да, чтобы они к вам шли. Вы там даже подсознательно размещаете рекламу и делаете ее как-то вот такую закрытую, скромную, какую-то, может быть, такую, лишь бы не записались, все подсознательно происходит. Плюс ко всему, вы еще и во время взаимодействия на массаже несознательно вы боитесь человека, и это все ощущается, то есть вы боитесь какого-то вопроса. Ваша нервная система так работает, она защищает вас от вот этих неловких ситуаций, и вы ведете себя вот каким-то шаблонным образом. И это все человек считывает. И, естественно, у него также на подсознании возникает ощущение, что чего-то вы боитесь, что-то вот как-то с вами не так комфортно работать, взаимодействовать. Естественно, это все, наоборот, работает против вас. То есть отталкивает от вас ваших же потенциальных клиентов. Поэтому я вам рекомендую, естественно, почитать психологию, относиться к себе более просто, относиться к людям более просто. Потому что когда вы к себе просто относитесь,
к вам также начинают просто относиться. Не хотят вас ставить в какое-то неловкое положение. Да и невозможно поставить человека, который легко и просто к себе относится. Сложно его поставить в плохое положение, да это и незачем. А вот человек, который зажатый, заблокированный такой, да, психологически, он, во-первых, и ему и сложно это, он тратит большое количество энергии, сил на то, что нервничает, переживает. Это тоже ресурс определенный, который забирает организм. Еще и тянет этот ресурс из другого человека, то есть заставляет его сомневаться, заставляет его о чем-то думать и так далее. Проработайте в себе эту тему, станьте проще, относитесь к себе проще. И вы заметите, как изменится все вокруг. И люди станут проще с вами взаимодействовать, и у вас будет гораздо больше энергии, и эту энергию будут люди получать от вас, вместо того, чтобы вы ее будете забирать. Но, естественно, этот процесс не быстрый, и чтобы к нему прийти, нужно пережить этот страх. Я вот хочу для примера рассказать вам историю, как я начал проводить групповые занятия. Ну, массажные, понятно, я тоже пережил этот страх, когда начал свою массажную практику. Первые клиенты были для меня страшно, для меня было волнительно, тряслись руки. Но я шел на этот страх и старался его осознать, да, читал литературу, разбирался, как это все устроено, как это работает. Но на массаже вы взаимодействуете с одним человеком, это несложно. А вот когда группа к вам приходит, вот это еще сложнее. И вот у меня, когда первая моя группа пришла, 8 человек, абсолютно все разные, и мне нужно было проводить для них занятия, обучать их массажу, и это было нереально сложно. Я шел на это обучение как на каторгу. Я до сих пор помню эту группу. Я помню, как я переживал, как я выходил там в туалет и просто вот прям так вот вставал с упором на колени и дышал. Это было очень сложно. Но прожив этот страх, пройдя этот страх, преодолев его, теперь мне уже групповые занятия вести легко. И прямые эфиры вести легко. И вот и в целом взаимодействовать с обществом легко. Поэтому вот такой вам совет. Вот осознайте то, что нервная система при работе с клиентами, при взаимодействии с клиентами пытается вас защитить. Пытается вас спасти. Она так устроена, наша психика так устроена. Для того, чтобы нам прожить долго, для того, чтобы нас защитить, мы сами же себя и ограничиваем. Эта тема довольно большая, сложная, но если вкратце ее описать, то она выглядит примерно так. То есть не бойтесь, делайте. У нас в чате есть все, чтобы как-то взаимодействовать друг с другом, для того, чтобы как-то преодолевать эти страхи. Мы ведем прямые эфиры. Вот сейчас в следующее воскресенье выйдет прямой эфир с одной ученицей, с моей, которая преодолела эти страхи и работает, и развивается. И обращая внимание на опыт других людей, применяйте его на себя. Главное действие, делать, настойчивость, страшно делаешь. Ну, естественно, социум, общение, взаимодействие с другими людьми в этом тоже помогает. Я, если что, всегда на связи. Пишите в чат, отмечайте меня там. Я буду отвечать на ваши вопросы всегда. Вот такое небольшое видео. Пишите в чатик, пишите вопросы. Буду рад на них ответить. Ничего не бойтесь. Страха не существует. Это все плод нашего воображения. Ну, либо бойтесь, но делайте. Главное делать. Трясущимися руками, мокрыми там вспотевшими ладошками, но делать. Ключевое слово. Бояться и делать. И все будет. Пока-пока.